Всем привет, с вами Дэн, и как видите, коробочка и пакетик Фиата, китайский бренд часов, который летает в космос с тайконавтами. И, как я вам обещал, я вам расскажу про трое часов, которые я заказал на китайских площадках с сервисом Mulibuy. Вот я вам рассказывал про Бейджинг, про двое часов, а сегодня время пришло для Фиаты. И это прям вот такая необычная, максимально эксклюзивная модель. Free Body она называется. Давайте открывать, давайте смотреть. Фиата всегда предлагает что-то прям умопомрачительное обычно. Ну вот они. И на этот раз тоже самое. Так, что у нас здесь в большой коробке? А в большой коробке лежит гарантийная карточка и лежит инструкция на китайском и на китайском. Ну и правильно, нефиг. Потому что в основном это все часы продаются на внутреннекитайском рынке. Я вам когда снимал видосы про магазинчики в Гонконге, там Фиата много где продается. И понятное дело, что для иностранцев, к сожалению, до сих пор достаточно сложно эти часы приобрести. Ну вот я воспользовался Mulibuy, да, там на китайских площадках эти часы разыскал. Сервис мне понравился, ссылку обязательно оставлю в описании к ролику. Шикарные ребята, конечно, сервис у них прям на 100 баллов из 100, я бы сказал. Короче, давайте часы сейчас распаковываю и будем с ними знакомиться. Итак, Фиата Interstellar Free Body, и это, конечно же, уникальные, необычные часы. У нас этот бренд практически никто не знает, потому что еще никто не завозит и никто не рекламирует. Когда начнут это делать, конечно же, все узнают и будут ценить. Но поверьте, в Китае и в мире Фиату знают очень и очень многие. Во-первых, конечно же, по их линейкам часов, которые носят китайские космонавты или же тайконавты. Референс у этой модели GA35003. Внутри стоит Miyota 82 серии. Давайте сейчас наклеечки все снимем, чтобы нам было видно. Здесь QR-код. Все вот как положено. У китайцев уже все по-серьезному. Фрибоди тут указано. Да, сапфирчик, сталь. Референс, Фиата. Водозащита 50 метров. Все правильно. Значит, что такое фрибоди? Да, тройное тело, можно сказать, да. Это название научной фантастики китайской. Интерстеллар, сами знаете, что такое. В общем, такой на стыке, я бы сказал. 316L сталь, 50 метров водозащиты. Купольный большой здесь, прям такой красивый сапфир. Силиконовый ремешок и есть люминофор. Ну и по циферблату, конечно же, здесь проглядывается звездное небо. И по цене я их брал за $300 на Mulibuy. Это несколько ниже ритейла. Итак, значит, у нас что здесь получается? У нас здесь есть дата окошка у отметки 6 часов, а также есть большая планета, это часы, и малая планета, это минуты. И вот так они у нас движутся. Вот такая получается мини-вселенная на вашем запястье. Прикольная, кстати, необычная и при этом очень функциональное усложнение. Ну и с учетом того, что здесь центральная часть такая немножко накрытая, я бы сказал, как бы, да, таким колпаком, таким вот каким-то космическим кораблем, наверное, да, или космической станцией. Она уже накрывает с прорезью окошко даты. Выглядит, конечно, все футуристично максимально. Очень нравится дизайн. Мне эти часы давным-давно нравились. Все тоже гонялся за ними, искал, хотел вам показать. И вот, наконец-то, получилось. Нравится вот это решение, конечно же, по циферблату, да, когда у нас тут две точки, две планеты. Здесь вот какая-то, не знаю, станция приземления космических кораблей, как будто бы на циферблате. Очень такое высокое купольное стекло. При этом, посмотрите, да, обводы корпуса, это прям такая летающая тарелка, да, космический корабль, прорези в ушках, мы видим, да, полностью здесь ушки такие, и корпус это единое целое. Внутри зеркальная полировка, центральная часть корпуса, она немножко расширяется вниз, то есть вот это вся эффект купола, он как бы переходит вниз, а ушки они отдельно, то есть получается такая двойная конструкция, то есть у нас есть приплюснутая часть центральная, которая немножко расширяется вниз, и есть вот эти с двух сторон такие ушки.
И мы получаем сложный, красивый дизайн, очень технологичный, очень современный и хорошо перекликающийся с основной тематикой часов. То есть у нас здесь космос, у нас здесь интерстеллар, да, фантастика, и вот получается такой космический корабль или и с вот таким отображением Вселенной на циферблате. Но здесь, в принципе, вы можете подумать, что это может быть какая-то там часть управления космического корабля. Но, по сути дела, раз у нас звездное небо, все-таки на цифере есть вот эти, да, авантюрин, да, переливающееся звездное небо, красиво все сделано. И вот этот корпус, ну, наверное, корпус меня, конечно, впечатлил больше всего. До винта здесь крепится ремешок, зеркальная полировка по кругу. Она такая, ну, поскольку это зеркало, да, то есть оно как черное выглядит, и как будто мы не можем даже вот заметить этот космический корабль, потому что везде вот это зеркало находится. Очень круто, очень впечатляет. Знаете, на картинках вообще не то, вживую ты смотришь, вот как она играет, как переливается под разными углами, под освещением, которое немножко по-разному светится. И благодаря тому, что полностью зеркальное, ну, выглядит вот действительно как что-то такое инородное у тебя в руках. Это здорово. Задняя крышка. Очень короткие ушки, кстати. Здесь Miyota. В принципе, механизм здесь абсолютно не главное. Здесь главное, конечно же, дизайн, концепция и как это все исполнено. Исполнено просто на ура. И посмотрите, заводная головка тоже как будто тоже отдельная такая у нас летающая здесь тарелка. И цена для таких часов с учетом бренда, с учетом вот проработки, концепции, конечно, ну, я бы сказал, ни о чем. 300 баксов просто ни о чем. 41 у нас по верхней части. Нижняя часть немножко шире, 42,5. Высота с учетом купольного стекла 15,3. Ну, ушки видите здесь, да, ремешок получается такой, немножко заходит в центральную часть. Если мы покупаем какой-то, ставим сторонний ремешок, то здесь будет очень маленькое пространство. Это, конечно, неинтересно, поэтому здесь либо кастомный ремешок, либо фирменный ремешок. Других вариантов я не вижу. В базе 14,3 мм это, конечно, ни о чем. Это ни о чем. Поэтому фирменные, либо заказные. Ну и на моем запястье 18,5. Вот так все это получается. Вот такая у нас прилетела здесь летающая тарелка. В совокупности с силиконовым ремешком приятно это все сделано, потому что я здесь не вижу чего-то другого. Но кожа здесь не то, потому что вот это блестящая сталь, это какое-то иноземное существо, иноземный корабль, и здесь только вот, да, действительно силикон, он прям в тему. Лежат они на запястье прекрасно, но я думаю, что это часы либо для крупного запястья, либо для вот среднего типа моего. Но 18, наверное, сядут, на меньше я бы не стал пробовать. Этот ремешок здесь в самую тему. Он хорошо сочетается с концепцией часов. И он мягкий, он удобный, он вот подходит на постоянную носку. Здесь брендированная застежечка у нас и логотип, ну не логотип, ну логотип, да, он уже текстовый у Фиаты, у отметки 6 часов. Казалось бы, да, минуты, часы, секунд здесь никаких нет, но дата есть. Для любителей даты, дата все равно здесь припряталась и аккуратно на самом деле вписана у отметки 6 часов, что не может меня не радовать, потому что я все-таки противник даты. 97,5 у нас по весу, и в принципе этот вес удобный, он хорош для, опять же, повседневного. Ну что, очень сложный здесь циферблат, объемный, 3D, все красиво, сама концепция отображения времени, прогрессивная, необычная и круто сделана. Зеркальная полировка, купольное огромное стекло, поэтому все, что можно, отражает. И лучше на них смотреть, конечно, не в камеру, да, когда тут много источников света и все это отражается, и какая-то какофония получается, а вживую. Но по отделке все просто шикарно сделано, круто. Но Фиата это Фиата, да, тем более у Фиаты всегда средние и дорогие линейки сделаны просто превосходно. Начальные там, да, есть вопросики, но начальных мы с вами и не говорим. Ну что же, вот такая необычная модель с необычным дизайном мне понравилась. Мне зашло и концепция, и исполнение, и характеристики. Здесь все просто вау. Мне очень нравится. И главное, что еще и на достаточно неплохом уровне здесь и читаемость, несмотря на специализацию и специфику этой модели. На этом у меня все. Всем пока. С вами был Дэн. Увидимся.